Япония – это одна из самых стареющих стран в мире. Каждый третий японец старше 65 лет. Но старость здесь – это не про одиночество и болезни, а про активность, путешествия и даже работу. Всем привет, Самитори-чан, и сегодня я покажу вам, как живут японские пенсионеры, сколько они получают пенсии и на что этого хватает. Поехали! В Японии существует трехуровневая пенсионная система. Первый уровень – это Кокумин Нэнкин, национальная пенсия, которую получают все, кто работал и жил в Японии более 10 лет. И ее обязаны платить все, кто живет в Японии, включая иностранцев, с 20 лет и до 65 лет. И раньше было до 60, но с 25 года подняли до 65, потому что в Японии старение нации и боятся, что пенсии будет не хватать. Второй уровень – это Коусэй Нэнкин, трудовая пенсия. Ее обычно платят те, кто работает официально в компаниях, и часть этой пенсии выплачивает ваш работодатель, а также часть вы из своей зарплаты платите. Трудовая пенсия может максимально с вас сниматься до 70 лет. И также третий уровень – это частные накопления и инвестиции. Поэтому самый ранний возраст, с которого можно получать пенсию в Японии, начиная с 2025 года, это 65 лет. И молодые люди боятся, что это будет постепенно увеличивать, и мы будем получать нашу пенсию с 70 или даже 75 лет, если доживем. За счет того, что в Японии двухуровневая пенсия, люди, кто работает на официальной работе, потом получают базовую национальную пенсию и плюс к этому трудовую пенсию. Но те, кто, допустим, работал сам на себя, был самозанятым ИП или, например, не работал, а был домохозяйкой или домохозяином, получает только национальную пенсию. И она не очень большая, в среднем она примерно 56 тысяч йен, это где-то $400 в месяц. Сумма трудовой пенсии зависит от того, сколько лет человек работал в фирме и какая у него была зарплата, но в среднем это где-то 150-200 тысяч йен в месяц. Поэтому в общем получается, что человек, кто работал 40 лет в фирме, получает где-то 200-300 йен в месяц, и это где-то 1500-2000 тысячи долларов. Родители Изуми рассказали мне, что они в основном получают только национальную пенсию и совсем немного трудовой, потому что мама Изуми ухаживала за 3 детьми и только иногда подрабатывала частично, а папа Изуми не слишком долго работал как офисный сотрудник и быстро перешел на самозанятость. А самозанятые люди ИП получают в основном только национальную пенсию, и нужно рассчитывать на свои личные какие-то накопления. К счастью, в Японии есть льготы для пожилых и поддержка от государства. Например, в некоторых префектурах бесплатный проезд на общественном транспорте, есть разные скидки на продукты, коммуналку, мобильную связь, походы в спортивные клубы и бассейны, а также субсидии на медицину. Пожилые люди обычно платят 10-30% от стоимости лечения. Может показаться, что только на японскую пенсию особо не пошикуешь, но это не мешает японским пенсионерам наслаждаться жизнью и быть активными. Сегодня я покажу вам день из жизни японских пенсионеров, родителей Изуми, Сачико и Сумиёши. Мама Изуми, Сачико-сан, каждое утро встает в 5:30, когда на улице еще темно и светит луна. Первым делом Сачико-сан умывается, делает утренний уход за кожей и начинает готовить завтрак. На завтрак они едят белый рис и мисо-суп. Мисо-суп в Японии – это обычное домашнее блюдо, которое готовится из чего угодно в холодильнике с добавлением мисо, перебродившей пасты из соевых бобов. Считается, что мисо полезно для пищеварения, иммунитета и богато антиоксидантами. К 6 утра постепенно начинает светлеть. После приготовления завтрака Сачико-сан развешивает стирку сушиться. Многие японцы предпочитают сушить белье на воздухе, даже если у них есть сушильная машинка. Это касается и этой семьи тоже. Хоть у них есть стиральная машинка со встроенной сушкой, многие вещи, как полотенца и рубашки, они сушат на улице, чтобы вещи пахли приятнее. Раньше в Японии была сильная культура утренней зарядки. Ее делали в школах, в парках, даже перед началом работы в офисах. В наше время молодые японцы меньше времени уделяют зарядке, но для желающих размяться каждое утро с 6:30 по телевидению инструкторы показывают упражнения.
あ、最近なんかダイバーシティ的な感じで。Как мне рассказала Сачико-сан, она делает зарядку каждое утро уже почти 15 лет. Жизнь в большом городе, как Токио, и маленькой деревне совершенно отличается, как для работающего населения, так и пенсионеров. Здесь время течет медленнее. А, аригато гозаимасу.結構寒暖差やっぱりありますね。寒暖差ある。今日はでも20度ぐらいですね、昼間は。20度ぐらい。普段はコーヒー飲まないんですか？紅茶ですか？私はね、朝はもう若い頃はもう飲みよったんだけど、今は白湯に近いです。Родители Изами живут вот в таком традиционном доме, который находится между гор, поэтому здесь большие перепады температур и светлеет немного позже. Здесь жило 8 поколений, а самому дому более 70 лет, поэтому он требует постоянного ухода. Когда все проснулись, Сачико-сан начинает уборку дома, пылесосит, моет полы и убирает кухню. Каждое утро приносят новую газету с местными новостями, которые Сачико и Сумиёши читают за завтраком. Родители Изуми живут в деревне, где без машины передвигаться очень трудно, поэтому у них 2 машины, на которых они ездят в город по делам или за покупками в супермаркет. В среднем на еду пара пенсионеров в месяц тратит 66 тысяч йен, примерно $460, а на жизнь в общем, без расходов на аренду, примерно 250 тысяч йен, $1700. Поэтому даже имея трудовую пенсию, для комфортной жизни нужны личные сбережения или подработка. В этом магазине для людей старше 65 лет есть скидка 10%. Система интересная, после оплаты покупки тебе возвращают часть денег вот в таком автомате, как кэшбэк. Во, あれ昨日そっか確かに結構歩きましたね。今日はまだ2461。1日の目標は何歩ですか？ 6000を超えようと思ってます。素晴らしい。抑えて、足りない時はこんな感じで。Около 30% японцев продолжают работать даже после 65 лет. Кто-то для дополнительного заработка, потому что одной пенсии не хватает, кто-то для поддержания социальных связей, а кто-то просто чтобы скучно не было. Допустим, папа Изами работает как преподаватель в университете 2 раза в неделю, и он преподает технический английский язык 2 раза в неделю по 200 минут в день. Даже я бы не смогла, наверное, так много лекций давать. みんなも普通に年金だけで暮らしてる人が多い感じですか？Сумиёши-сан встает ближе к 7, делает небольшую зарядку и упражнения с гантелями, завтракает рисом с мисо-супом, читает утреннюю газету и после этого занимается подготовкой к проведению лекций в университете. В свободные от работы дни Сумиёши-сан читает книги или изучает что-то новое. Например, последний год он учится на преподавателя японского языка для иностранцев и подготавливается к сдаче экзамена для получения лицензии. И, конечно же, занимается домом. Японский традиционный дом – это очень много работы. Нужно проверять, не гниют ли деревянные колонны, крыша, перекрашивать фасад и так далее. Новый проект на эту весну. Сумиёши-сан хочет высадить в саду несколько деревьев киви, но для них нужно построить беседку, поэтому Изами помогал с покупкой инструментов и измерениями.
А кто не работает, находит себе новое хобби. Садоводство, путешествия по Японии, каллиграфия, икебана, чайная церемония и так далее. Например, у Сачико-сан есть свой небольшой сад, где она выращивает разные овощи, и в каждый сезон есть чем заняться. В обед мы поехали в хозяйственный центр купить саженцы для огорода. На юге Японии часто выращивают брокколи, спаржу, помидоры черри, салат, разные травы, как петрушка и мизуна, а также сельдерей. Огород начинают засаживать примерно с середины апреля, когда погода становится более стабильная, без сильных перепадов температур. Сачико-сан говорит, что у них дикий огород, за которым они усердно не ухаживают, а садят немного только для себя каждый сезон. Мамуши такая иないんですよね。Мамуши. マムシはね、時々いるんだけど、まだこの畑で見たことはないけど、いることはいるのね。Также несколько раз в неделю Сачико-сан ходит на бесплатные занятия для поддержания баланса и уменьшения риска упасть, а Сумиёши-сан 2 раза в неделю ходит в бассейн и без остановки плавает 30 минут. Один поход в городской бассейн стоит 200 йен, чуть больше $1, а для пенсионеров еще дешевле. Многие хобби, как икебана, каллиграфия, кружки по интересам, стоят очень дешево или бесплатно, главное найти, что тебе по душе. Кроме этого, многие занимаются волонтерством, помогают на местных мероприятиях, ухаживают за цветами, убирают мусор и подкармливают котиков. Качественная медицина, правильное питание, регулярные медосмотры, а также высокая культура заботы о здоровье делает Японию страной долгожителей. И долгое время Япония была на первом месте в мире. В 2025 году ее немного обогнал Гонконг, но второе место со средним возрастом жизни 85 лет тоже неплохо. В 2025 году средний возраст продолжительности жизни японок 87,52 года, а японцев 79,78. Мужчины немного отстают. Это, конечно, здорово, но в комбинации с низкой рождаемостью это делает Японию первой в мире страной с самым большим процентом старения нации, где более 30% японцев старше 65 лет и 16% старше 75. Это приводит к сокращению трудоспособного населения, увеличению нагрузки на пенсионную систему и росту расходов на здравоохранение. Простыми словами, у молодого рабочего населения зарплата не увеличивается, а уменьшается, потому что каждый год увеличивают разные взносы, чтобы можно было перекрыть пенсии. Еще одна проблема – это то, что хоть в Японии средняя продолжительность жизни одна из самых длительных в мире – 85 лет, средняя продолжительность здоровой жизни на 10 лет короче – 75 лет. Это обозначает, что последние 10 лет жизни японцы проводят с ограничениями по здоровью, и им нужна помощь от родственников или государства. Это приводит к третьей проблеме – кодокуши – смерть в одиночестве. После окончания Второй мировой в Японии был период бэби-бумеров, когда в семье рождалось 5 или даже 7 детей. Допустим, у папы Изуми 6 братьев и сестер. Но после этого понемногу экономика страны начала меняться, как и образ жизни, и детей становилось все меньше и меньше. Что привело к тому, что сейчас у многих пожилых людей нет детей или есть один ребенок, но он живет и работает в Токио где-то, потому что образ жизни поменялся, и многие уже не живут с семьей, как раньше в деревне, а уезжают работать в большие города. Тенденция индивидуализма касается не только Японии, но и мира в целом. Дети уезжают из деревни в большие города, где находят работу, заводят свою семью и уже очень редко видятся со своими родителями, и родители не хотят им мешать и как-то доставлять неудобства, поэтому ничего не говорят и живут сами в деревне, что иногда приводит к такому феномену, как кодокуши, смерть в одиночестве, когда человека находят мертвым уже через какое-то даже время. Япония пытается с этим бороться. Есть специальные социальные службы, которые навещают старичков, проверяют, все ли у них в порядке со здоровьем, вывозят их на специальные ивенты, чтобы можно было пообщаться с другими людьми. Также есть сервисы сиделок-помощниц, но их огромная нехватка, и это довольно дорого стоит. Дома престарелых, которые стоят от 100 до 300 тысяч йен в месяц, и также социальные дома, где нет именно такой помощи, как в домах престарелых, но там живут люди примерно одинакового возраста, что хорошо для социализации, и это не так дорого стоит.
У Японии, конечно, есть свои проблемы, связанные со старением нации, и то, что наше поколение боится, что пенсию совершенно не получит, но с другой стороны, хорошо, что мы об этом думаем сейчас, когда есть время подготовиться и представить себе, какую мы себе хотим нашу старость видеть, поэтому надеюсь, что вам было интересно это видео, а какую вы себе пенсию хотели бы, на пляже с девочками расслабляться в 70 лет и так далее. Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр, всем пока!